Всем доброго вечера, друзья мои. Итак, я дарила вам много ритуалов для того, чтобы преодолеть одиночество. Призвать в свою жизнь мужчину или женщину, вторую половинку. Дело в том, что энергия любви – самая сильная энергия во Вселенной. Энергия любви, после идет энергия денег, то есть энергия богатства, что в себя вбирает и энергию удачи, везения и прочее. Некоторым людям одиночество нужно для того, чтобы познать себя. Есть люди, которые не созданы для семейной жизни. Почему-то мы все загоняем себя в рамки, что вот должно быть как у других. Выйти замуж, родить ребенка, как положено, как должно быть. А на самом деле у каждого человека своя миссия на этой земле. Есть известные люди, которых помнят тысячелетиями, и у них не было детей. Есть люди, у которых есть дети, внуки. Ну и единственное, кто помнит о них, это их дети и внуки. И то до поры до времени, пока правнуки, праправнуки не появятся. То есть не нужно жить по общему стандарту. Вот все замужем, и я хочу замуж выйти. И вообще, когда вы спешите, и когда вы очень хотите всей душой познакомиться, создать семью, обязательно попадется какая-нибудь дрянь, если честно. Поэтому лучше ждать, чтобы судьба сама решила, нужна ли вам вторая половинка или нет. Вы знаете, я очень редко берусь за призыв мужчины в жизнь женщины или призвать женщину в жизнь мужчины. Да и вообще каким-то образом создать брачный союз и прочее. Почему? Потому что в этом случае я не могу сказать человеку, сколько времени это потребует. Я понимаю, что это получится, это наверняка получится. Но если я, например, берусь очищать человека, и я знаю, что за несколько месяцев он уже увидит эти перемены, и у него полностью изменится жизнь, и мне будет приятно смотреть на результат своей работы. В этом случае я не могу гарантировать человеку, через какое время это случится и каким образом. Потому как силы сами решают, когда дать человеку пару. Понимаете? Быть может, они решили, что этот человек должен создать себе пару через 6 лет. А человек спешит, а ему 30. А вот он хочет сейчас создать семью, считая, что это уже такой рубеж, такой солидный возраст, уже пора семью создавать. А я призову, он будет 6 лет ждать этой пары. Вот почему я говорю, что есть определенные вещи, определенные просьбы во Вселенную, которые лучше вам самим произвести, и они будут услышаны быстрее. Например, денежную дорогу может открыть ведьма, но может открыть сам человек с помощью работ ведьмы, грамотных работ и объяснений, разъяснений. Человек может сам открыть свою денежную дорогу. Потому что когда он постучится в дверь и попросит, его услышат быстрее, и быстрее ему дадут то, что он просит. Но для этого, естественно, человека надо направить и научить. И вот в этом случае тоже. Не нужно вам ходить, отдавать деньги туда-сюда, верить каким-то гарантиям, потому что мы духом приказывать не можем. Гарантирую, вот я сейчас сниму какой-то несуществующий венец безбрачия, который на самом деле миф. Я об этом тоже сняла видеоролик. И вот сниму у вас это все, и через месяц выйдете замуж и прочее. Потом под разными предлогами это все будут оправдывать, тянуть, а может и вообще кинут черный список и забудут о вас. Поэтому не нужно платить лишние деньги. Сделайте сами несколько работ из моих
из моих работ, например, за что платить не нужно, и вы избавитесь от одиночества, если у вас нет таких серьезных причин. Если, например, ваш молодой человек никак не решается сделать вам предложение, после этого ритуала он согласится, пойдет на этот шаг. Если вы в сомнениях, ваш человек или нет, после этого ритуала он покажет свое истинное лицо, вы поймете, это ваш был человек или не совсем. То есть проведите этот ритуал. И если у вас нет серьезных таких причин, идущих, например, по роду, есть одиночество, но это когда очищается род, когда делают чистку человеку, возвращают его к жизни, все, что на нем есть, все уходит. Все эти печати, все. То есть это как вы идете купаться и очищаете все свое тело. Правильно? То же самое чистка. Она убирает все, что на человеке было. И зависть, и действительно какое-то проклятие рода, если оно есть, и прочее. Поэтому при чистке оно и так все это уходит. Но если у вас нет таких прям серьезных причин, но вот что-то удерживает, вот не хватает женской энергии, есть такое понятие, ну вот нет женской энергии, притягательности, ты не можешь тянуть в свою жизнь нужного мужчину. Вот в этом случае у вас получится убрать это одиночество. Так что попробуйте. Ритуал несложный. Итак, я вам сейчас объясняю. Вам нужно купить оливковое масло. Дальше соль и перец. Желательно черный перец, молотый. Соль олицетворяет наши слезы, соленые слезы, потому что одинокая женщина, она плачет, переживает и прочее. Здесь все символично. Перец – это горечь жизни, да, горькая недоля. И масло, кипящее масло, которое вообще испокон веков олицетворяло как уничтожение. Поскольку все кипит, все там скипает, все уничтожается, все превращается в прах, в ничто в кипящем масле. И вот символически человек отрывает от себя это одиночество и все последствия этого одиночества и кидает в этот кипящий ад. Вот после того, значит, каким образом нужно проводить это там, дети смотрят что-то. Каким образом нужно проводить этот ритуал? Наливайте масло, грамм 200-300 масла нужно вам налить в какую-то емкость и поставить на газовую плиту или на электрическую плиту. Зажигайте, ждете, когда масло начнет там прям скипать. Сыпите туда соль, немного там, несколько шпатков соли. Шипотков соли, да. Перец. И на всякий случай держите при себе 6 монет. Масло начинает закипать, бурлить, а вы сверху читаете 6 раз. Ну, когда вы уже... Вот как начинает закипать масло, вы добавляете сразу сверху эти соль и перец, и сверху начинаете читать. Ну, подальше, естественно, чуть подальше, чтобы в глаза не попало. Постарайтесь в такой емкости, можно глубокой, чтобы вам было удобно это все провести. 6 раз начитали, тут же отключайте газ или плиту. Кидайте сверху 6 монет и говорите слова, здесь будет объяснено. И после того, как все это сделали, эту процедуру, ждете, пока масло остынет, переливайте в какую-нибудь баночку, емкость, и в тот же день, а провести нужно вечером, ну вот в такое время, когда солнце село.
в сумерки, одним словом. В тот же вечер не оставляйте дома, выходите из дома, но заранее подготовьте место, там посмотрите, куда можно. Чуть подальше от своего дома, то есть вы выносите из дома. Если это квартира, значит, спускайтесь вниз, там у вас, может быть, есть такая лесопарковая зона, туда вылейте. Если это частный дом, то вот через дорогу, может быть, у вас там лес или поле, или еще что-нибудь такое. Под дерево выливайте молча, ничего не говорите. Отворачиваетесь и уходите. Эту емкость домой не забирайте. Где-нибудь в мусорке или где-нибудь выкиньте. Домой нельзя забирать. Но возле этого дерева оставлять нельзя. То есть вы вылили это масло молча, отвернулись, не оглядываясь назад, идете. И эту емкость, не доходя до дома, где-нибудь выкидываете. Все. Сделайте этот ритуал, проведите и подождите месяца 2. У вас начнут начнется такая активность, интерес мужчин к вам будет более такой явный. У вас будет возможность выбора. Если вы за эти 2-3 месяца не нашли подходящую пару, то есть не встретился тот человек, с которым хотя бы некоторое время, знаете, некоторые считают, что как только проводит такой ритуал, тут же должен прийти на белом коне рыцарь и тут же пригласить в ЗАГС. Не обязательно. Вы можете встретить человека и даже временно с ним встречаться. То есть на время такой небольшой роман может у вас приключиться. Это хорошо. У вас пробуждается женская энергия. Знаете, аппетит приходит во время еды. Когда женщина долго одинока, она и не стремится уже ни к чему. А когда в нем пробуждается это желание, страсть, она понимает, то есть ее страхи уходят вот от предыдущих отношений, понимает, что не все такие, есть и нормальные мужчины, и все нормально, то дальше уже, даже после этого короткого романа, у нее уже эта энергия, женская сила настолько пробужденная. Иногда таких мужчин дают нам на время для того, чтобы он пробудил в нас это вот женское начало. Потому что очень много бывает причин, по которому женщина одна. И, как правило, одиноки всегда очень красивые, умные женщины. Как правило. Потому что не очень красивые, не умные женщины, они цепляются за кого угодно. А красивая, умная женщина, у нее больше, знаете, запросов. Не именно там «купи мне то и это». Нет, наоборот. Вот многие так думают, что красивые женщины, они там любят красивую жизнь и все. Она может сама себе обеспечить эту жизнь. Совершенно не так. Они просто хотят, чтобы мужчина им соответствовал. Чтобы не был какой-нибудь, знаете, никто и звать никак. А если это никто и звать никак, они из него там сделают мужика. Пока он с ними, он будет казаться мужиком. Потом, когда отойдет, он вернется в обратное свое болото. Но в любом случае. То есть причина не в том, что человек там закомплексован или не уверен. Нет, есть внутренние страхи, есть нехороший опыт родителей и прочее. И когда один раз этот роман случается после длительной какой-то такой длительного периода одиночества, то в женщине пробуждается вот эта вот сила женская суть. И она уже хочет дальше продолжить, она хочет семью, она хочет мужчину рядом и так далее. Так что не сопротивляйтесь даже временным романам, ничего такого. Но я не говорю, что вы должны себя разбазаривать на всех подряд. Имею в виду, что если у вас после такого ритуала случается какая-то встреча недолгая, там общение, это неплохо. Не цепляйтесь за этого человека. Вот не получилось, не он. Дальше ждем дальше настоящего своего счастья. Не цепляйтесь, не считайте, что вот раз он пришел, и я не захотела, или не совсем меня устраивает, все, конец света. Нет, после него, знаете, говорят, иногда перед счастьем бывает репетиция. Вот ваши неудавшиеся романы, неудачные браки и так далее, это репетиция перед счастьем. Потому что потом вы просто не повторите тех ошибок, которые повторили в тех отношениях. Вот в чем прелесть, так сказать. Итак, слова ритуала я вам объяснила, каким образом. Да, как откупаться, если у вас появляется пара. Если у вас появляется пара, и вы идете
уже расписываетесь с этим человеком, вы можете откупиться на алтарь ведьмы. Я знаю, что сейчас завоют некоторые. Знаете, я себе могу замечательно позволить купить одну статуэтку за 6 тысяч, если мне это надо. Дело не в этом. Дело в том, что вы отдаете в эту копилку магии, то есть вам оттуда, с потустороннего мира, пришла помощь, вы встретили человека, полюбили, и вы счастливы, создали семью или отношения длительные. И вы в благодарность этому потустороннему миру отдаете некий атрибут или что-то еще такое. То есть вы отдаете на алтарь магии в благодарность за то, что сила магии вам помогла встретить мужчину. Я считаю, что, знаете, встретить человека, быть любимой и построить счастливую семью и отправить какую-то безделушку за 3000 рублей, это не есть великая потеря и какое-то, не знаю, что-то там еще. Для того, чтобы показать свое почтение этой силе. Можете этого не делать, никто вас не знает, за вами гнаться и как бы вам напоминать не будет. Это дело желания и совести каждого человека. Но в этом случае именно такой откуп существует. Далее. Этим атрибутом пользуется человек, и каждый раз, когда пользуется, некая энергия приходит дарителю. Почему люди предпочитали больше дарить, чем получать? Потому что каждый раз, когда человек надевает подарок подаренный, когда человек ставит на стол подаренные там посуду, да, и так далее, каждый раз идет некая энергия дарителю. Вот почему подаренные вот, то есть дары, и не только материальные, но еще и, может быть, и те же самые лекции и прочее. Почему они настолько важны для человечества? Почему важно отдавать этому миру что-то? Для того, чтобы энергия благодарности всегда шла к тебе. Ты подарила, каждый раз человек, глядя на эту вот вещь, с благодарностью о тебе вспоминает или помнит, кто это подарил, кто это сделал. Тем более, если это магия, если этими атрибутами она пользуется, и каждый раз через эти атрибуты или с помощью этих, ну, редкие мне атрибуты отправляли, там очень необычные именно по моей тематике, и каждый раз, когда человек какому-то человеку помогает благодаря твоим атрибутам, это благословение некое идет и в твою сторону. Итак, слова заговора следующие. Слезы соленые, доля горькая, оковы тяжелые, одиночество печать, хомут жестокий, притка проклятая. Я вас всех воедино собираю из сердца ретивого, из тела белого, из крови красной, из доли женской. Вас выселяю, от себя отрываю и прямо в кипящий ад отправляю. Себя таков вековухи освобождаю. Отлепись от меня, недоля. Кипи, кипи, одиночество, печать. Закипай, бурли в масле, в прах обращайся. В масле кипи, в соли утопись, в перце пропади, навеки сгинь и уходи. Заклинаю тьмой и светом, закатом и рассветом, альфой и омегой, истинно так. После этого отключаем газовую плиту или электрическую. Кидаем туда 6 монет и говорим: бери, что отдаю, больше не получишь. Откупаюсь, заклято. После выйти подальше от дома, вылить под любое дерево и молча уйти без каких-либо слов. Собственно, я считаю, что один раз достаточно. И еще раз напомню для тех людей, которые внизу начинают писать слова, вот где... Слушайте, еще раз объясняю. После того, как мы закрыли канал и открыли для того, чтобы спасти эти работы, исчезли все
под роликами выставлены тексты. Исчезают. Все, что ты где бы ни писала, это все исчезает, то есть уходит. Поэтому все эти слова, все эти заговоры и прочее, они сохранены на моем сайте. Набирайте «Ведьмина изба» сайт, выходит, нажимайте форум, там есть прям разложено для денег, для удачи и так далее. Или набираете в Гугле название вот этого ритуала и пишите рядом текст. Нажимаете, выходит на моем сайте, где текст этого ритуала. Это раз. Во-вторых, я понимаю, когда под роликами не находят тексты на другом языке и, собственно, спрашивают, а где текст, как найти и прочее, если они не слышали о том, что можно найти текст на канале, на сайте. Но я никогда не могу понять и не желаю понимать людей, которые текст на русском языке спрашивают, где написан текст. Берете ручку, господа, в руки, которые у вас еще действуют и работают, садитесь и переписывайте. Если вам очень срочно нужен текст на русском языке, и вы знаете прекрасно этот язык, вы способны сесть и переписать. Люди из Чили, я не знаю, откуда только, из Бразилии, Аргентины, они пишут латинскими буквами русский текст, пишут, чтобы произнести, чтобы провести, чтобы получить результат. Я садилась и писала, вот просто соединяла оборванные вот эти листки бумаги старинных книг, часами угадывая какое-то, может быть, слово, переписывала эти тексты несколько дней, потому что мне были нужны эти древние заговоры. А вы, извините меня, тут просто на русском языке четко, ясно объяснено, сказано. Вы не способны или вы уже настолько обленились, или, я не знаю, жиру беситесь уже. Текст дайте им через 5 минут, как только ролик вышел. Я таких людей выкидываю туда, откуда и они пришли. Потому что, извините, но в конце концов, всему есть предел и мера. Понимаю, если бы это был на другом языке, хотя это тоже непонятно для меня. Только вышел ролик, у вас корректность есть вообще, что мы должны прибегать и сразу печатать? Да никто не печатает нигде никакие работы. Все продают вам. Иди покупай, даже книга закрыта этим переплетом настолько, что там открывать нельзя, смотреть, что ты покупаешь. Кота в мешке бери. Понравится, понравится. Нет, так нет, до свидания. Вернуть не можешь. Здесь все открыто, все подарено, все просто разжевано, положено в рот. В конце концов, что это такое? Это для тех, кто еще не понял, хотя прожил полжизни уже. Всем удачи и желаю вам, чтобы у вас этот ритуал получился. И помните, вы будете уважительно относиться к силам, они будут уважительно относиться к вам. Все люди, которые уважительно, достойно отнеслись к моим работам, даже не обязательно их провести, они просто смотрят, им интересно. Вот просто текст даже через себя пропустили, у многих получилось. Уважительно, даже не ко мне настолько, насколько к этим работам и к тем силам, которые эти работы вам дарят через меня. Они видят каждого человека. Относитесь уважительно к этим работам. Через несколько месяцев у вас начинается вообще другое мышление. Через год с чем-то вы свою жизнь не узнаете. Вот я предлагаю всем вам, кто на моем канале давно, сесть. Вот так разделите листок, напишите «до ведьминой избы», «после ведьминой избы». И напишите «до» у вас какая была жизнь, и «после» что вы приобрели, что вы сделали, что вы смогли, что у вас получилось, что у вас как, чего. И вы просто обалдеете, вы удивитесь. Люди так созданы, они не замечают особо. Чем больше дает судьба, тем больше нам надо. Вот одна машина есть, еще хочу. Один дом есть, еще хочу. Вот я так хочу хоть какой-нибудь угол, какой-нибудь, я не знаю, хоть маленькую такую каморку, лишь бы было где жить. Дали каморку? Нет, дали квартиру. Ты говоришь, еще хочу для детей. Все правильно, так и надо же. Надо стремиться, не надо ограничиваться тем, что тебе дали. Это правильная позиция. Но мы не замечаем, мы забываем, какие мы были года 2 назад и какие мы сейчас. И поэтому для этого
человеческому мозгу всегда нужно видеть перед глазами. Я вообще вам предлагаю всем всегда записывать на весь день, что вы будете делать. Ваш мозг это видит, воспроизводит, и вообще вот когда вы записываете, оно быстрее сбывается у вас. Потому что вы в пространство отдали эту информацию. Все, оно будет перерабатываться и наполняться силой, чтобы оно сбылось. И когда вы пишете свои желания, не пишите «хочу, чтобы было». Пишите, что у вас это все есть. И через некоторое время вы с удивлением для себя обнаружите, что оно у вас уже есть. Написано год назад, а уже это все есть. Как же так? Как же так? Весь год я жила, деньги тратила, все покупала, ремонты делали, все такое. На все хватило, еще и денег осталось. Как будто бы вот просто вот, знаете, растягивают ваши финансы, и все у вас получается. Почему? Потому что у человека есть уважение к этим силам и к этим работам. Так что уважительно отнесетесь, сделайте вот эту работу, у вас получится точно так же, как и у всех получается. И мы будем за вас радоваться. Всем удачи!